Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Алексей не помнил, когда в последний раз видел мир цветным. С тех пор, как полгода назад в больничном коридоре врач отвел глаза и прошептал: «Мы сделали все возможное. Примите соболезнования». Реальность превратилась в старую кинопленку, выцветшую до сепии. Его жена Марина была тем самым стержнем, на котором держался его космос. Теперь стержня не было, и космос схлопнулся до размеров однокомнатной квартиры и бесконечных смен на складе. Вечер выдался промозглым. Алексей шел вдоль обочины шоссе, ведущего к его спальному району. Фонари горели через один, отражаясь в нефтяных разводах на асфальте. Ноги гудели, спина ныла от тяжелых коробок, но эта физическая боль была почти приятной. Она заглушала ту, другую, что сидела глубоко под ребрами. Внезапный рев мотора заставил его вздрогнуть. Черный джип, пролетевший на огромной скорости, вписался в лужу. Спустя секунду Алексей стоял, обтекаемый грязной жижей. Капли стекали по лицу, попадали в рот, пачкали старую куртку, которую Марина когда-то заботливо латала. Он не закричал, не вскинул кулак вслед. Он просто остановился и вытер лицо рукавом. Ярость — это чувство живых, а Алексей чувствовал себя призраком, которому все равно, чистый у него саван или в пятнах мазута. Через 300 метров он снова увидел этот джип. Машина стояла на обочине с включенными аварийками. Алексей хотел просто пройти мимо, но дверца распахнулась. Из салона вышла женщина. Дорогие сапоги на шпильке, меховой жилет, идеальная укладка. В ее движениях сквозила брезгливость, будто она выполняла грязную, но необходимую работу. Она открыла багажник, подхватила что-то тяжелое и буквально швырнула это в придорожные кусты. Следом вылетели 2 маленьких меховых комочка. «Пошли вон, твари плешивые!» — процедила она, захлопнула дверь и, взревев мотором, сорвалась с места. Алексей замер. На траве в нескольких метрах от него сидела крупная собака, помесь овчарки с кем-то беспородным. Она была до того истощена, что ребра просвечивали сквозь тусклую шерсть. На ее боку виднелась застарелая рана. Но страшнее всего был взгляд. Не злой, не дикий, а бесконечно потерянный. Она не пыталась убежать. Она лишь притянула к себе 2 крохотных дрожащих щенков, стараясь согреть их своим телом. «Мне не до вас», — вслух произнес Алексей, глядя в сторону. «Слышите? У меня самого ничего нет». Он сделал 10 шагов. 15. В голове всплыл голос Марины. Она всегда подкармливала бездомных котов, вечно таскала в сумке пакетики с кормом. «Алёш, посмотри на них», — говорила она. «У них нет никого, кроме нашей совести». Алексей остановился. Он представил, что Марина сейчас стоит рядом. Она бы не осуждала его, нет. Она бы просто молча смотрела на этих существ, и в ее глазах была бы такая невыносимая жалость, что он не смог бы сдвинуться с места. «Черт бы все это побрал!» — выдохнул он и обернулся. Собака все так же сидела на месте. Увидев, что человек возвращается, она прижала уши и тихо, надрывно скулила, закрывая собой щенков. Она ждала удара. Но вместо удара Алексей снял свою грязную куртку. Дома пахло старой пылью и одиночеством. Алексей занес добычу в ванную. Собака вела себя тише воды,
Она только дрожала мелкой дрожью, позволяя вытереть себя полотенцем. Щенки, серый и пятнистая, были совсем слабыми. В холодильнике нашлись остатки сосисок и полпачки молока. Алексей разбавил молоко теплой водой, раскрошил сосиски. Собака ела жадно, но постоянно оглядывалась на детей, подталкивая им лучшие кусочки носом. «Ешь сама, Луна», невольно вырвалось у него. Имя пришло само собой. Ее шерсть в свете кухонной лампы отливала серебром, как старая монета. Ту ночь он провел на полу в кухне. Собака легла рядом, положив голову ему на колено. Впервые за полгода Алексей уснул не от того, что мозг отключился от истощения, а потому что в доме кто-то дышал. Кроме него. Утро разбило идиллию. Пятнистая девочка-щенок не встала к миске. Она лежала тряпочкой, тяжело дыша, а ее глаза затянула мутная пленка. Луна металась вокруг, тыкаясь носом в Алексея и издавая звуки, похожие на человеческий плач. В кошельке оставалось 3000. Неприкосновенный запас, до зарплаты, деньги на оплату счетов. «Потерпи, мелкая», — прошептал он, кутая щенка в шарф Марины. В ветеринарной клинике было чисто и пахло лекарствами. Молодой врач хмурился, осматривая находку. «Сильное обезвоживание, вирусная инфекция. Если бы еще пару часов, не спасли бы. Нужно ставить капельницы, нужны препараты. Это будет стоить денег». Алексей выложил на стол все, что было. До копейки. «Делайте, что нужно». Следующие 3 дня превратились в марафон. Днем работа, вечером бег в клинику, ночью дежурство у лежанки с лекарствами. Он почти не спал, ел сухой хлеб, запивая пустым чаем, но странное дело, внутри него что-то начало теплеть. Ледяная корка на сердце, которая казалась вечной, дала трещину. Когда щенок, он назвал ее Соней, впервые за 3 дня лизнула его палец и неуверенно вильнула хвостом ниточкой, Алексей разрыдался. Впервые с похорон. Это были не слезы горя, а слезы жизни, которая пробилась сквозь бетон. Квартира преобразилась, исчезла гнетущая тишина. Теперь ее заполнял топот лап, звон мисок и восторженный лай. Серый щенок, Рекс, оказался настоящим задирой. Он грыз тапочки, воровал носки и пытался вызвать на бой старую швабру. Соня росла тихой и ласковой, всегда стараясь прижаться к ноге хозяина. Луна же стала его тенью. Она больше не боялась резких движений. Ее шерсть заблестела, а взгляд наполнился достоинством и безграничной преданностью. Жизнь с 3 собаками в однушке — это вызов. Соседи начали жаловаться. «Алексей Петрович, ну что это такое?» — кричала соседка из 42-й. «Лают, воют, шерсть в подъезде. Мы будем жаловаться в управу». «Жалуйтесь», — спокойно отвечал он. «Они имеют право на голос так же, как и вы». Он перестал быть тем молчаливым тенью человеком. Он начал защищать свой мир. Каждое утро начиналось с прогулки. В любую погоду, в снег или дождь, он выходил на пустырь. И, глядя, как луна несется за палкой, а мелкие кувыркаются в траве, он чувствовал, что Марина улыбается ему откуда-то сверху. Он не предал ее память, уйдя в депрессию. Он продолжил ее дело. Он спас любовь. Зима выдалась суровой. Старая хрущевка скрипела от морозов, обогреватели работали на пределе. Алексей спал крепко. Сказалась тяжелая неделя на складе.
Среди ночи его вырвал из сна резкий оглушительный лай. Луна не просто лаяла, она буквально кидалась на дверь спальни, царапала ее когтями и выла, переходя на ультразвук. Алексей вскочил. В коридоре стояла сизая дымка. Пахло паленой пластмассой и чем-то еще, едким и страшным. «Луна, тихо! Соня, Рекс, ко мне!» — скомандовал он. В углу кухни, где стоял старый холодильник, из розетки вырывались рыжие языки пламени. Огонь уже перекинулся на занавески. Еще пара минут, и старые обои вспыхнули бы как порох, отрезая путь к выходу. Алексей схватил огнетушитель, который купил месяц назад и на всякий случай. Собаки научили его быть предусмотрительным. Белое облако пены накрыло очаг возгорания. Шипение, едкий пар и тьма. Он сидел на полу, прижимая к себе 3 дрожащих псов. Дым постепенно рассеивался в открытое окно. Если бы не луна, он бы просто задохнулся во сне. «Спасибо, девочка», — шептал он, зарываясь лицом в ее густую шерсть. «Спасибо. Мы в расчете. Слышишь? Мы в расчете». Прошел год. Майское солнце заливало городской парк золотом. Алексей сидел на скамейке, щурясь от яркого света. Рядом на траве лежала луна, седая мудрая королева. Рекс, превратившийся в статного и мощного пса, гонялся за тарелкой фрисби, которую бросал какой-то мальчишка. Соня мирно дремала у ног хозяина, положив голову на его кроссовок. К Алексею подошла молодая женщина с коляской. «Можно погладить вашу собаку? Она выглядит такой доброй». «Конечно», — улыбнулся Алексей. «Соня очень любит детей». Он поймал свое отражение в витрине кофейни неподалеку. На него смотрел мужчина с ясными глазами. В них все еще жила грусть по Марине. Эта боль никогда не уйдет до конца, но она стала тихой, светлой, как осенний лист. Рядом с этой грустью теперь жила огромная, шумная и теплая жизнь. Он больше не был один. У него была стая. У него был дом, в который хотелось возвращаться. И самое главное, у него было будущее. Поднявшись со скамейки, Алексей свистнул. «Луна! Рекс! Соня! Домой!» И 4 друзей, когда-то выброшенных миром на обочину, вместе зашагали по залитой солнцем аллее, оставляя тени далеко позади.